Ваша мясорубка перестала рубить мясо, а просто его выдавливает. Все жилы наматываются на нож и просто невозможно крутить. Сплошное разочарование. Сегодня мы это исправим. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция. Сегодня мы с вами по вашим же советам, по вашим же рекомендациям продолжим заточку обычной советской мясорубки до состояния бритвенной остроты. В предыдущем видео, как вы знаете, мы с вами точили неподвижный нож и подвижный нож, притерли ее на камне тысячники. Никакого зазора, никакого пространства здесь нет. И мало-помалу он даже, так сказать, немножко прилипает. Как говорили умельцы, при хорошей заточке нож прилипает к неподвижной решетке. Мы с вами обязательно должны отметить сторону решетки, на которой нож у нас не работает. Соответственно, эта сторона рабочая. Нож у нас с этой стороны совершенно точно, хорошо заточен. Все это работает. В предыдущем видео мы с вами все это увидели. Как всегда, появилась уйма комментариев, в которых говорится, что мясо мы использовали не то. Возьмите жилистую говядину и попробуйте прокрутить. Я думаю, настолько жилистую говядину даже никто крутить не станет. Это мясо используется для варки, допустим, для бульона. В магазине так было и написано. Мясо для бульона. Соответственно, здесь куча жил, куча жира. Вот такие вот связки, сухожилия. Вот такие вот сухожилия, связки. То есть вот данное мясо, вот посмотрите, здесь прямо вот сухожилие. Вот оно, посмотрите. Но также в комментариях был и такой совет, что все мы сделали в принципе правильно. Все хорошо у нас прокрутилось. Фарш получился довольно-таки рыхлый. Как вы можете видеть это в предыдущем видео. Но если заточить другую сторону ножа, не вот эту, которая прилегает к сетке, а заточить еще и вот эту сторону, то мясо просто будет вылетать даже жильное. То есть из мясорубки будет вылетать мясо с идеальным фаршем, с идеальной структурой. Для того, чтобы наточить данную плоскость, я не придумал ничего лучше, как взять высокую доску и вот обычную наждачную бумагу. То есть вот таким вот образом мы с вами будем ее точить. Но возникает проблема в том, что я руками не выдержу угол. То есть как бы я ни старался, в любом случае я какой-то из углов вот этот завалю. То есть если я сделаю вот эту кромку полукруглой, то мясо будет перекручиваться еще хуже. Немножко покумеков, я решил, что можно взять вот этот шнек, одеть на него нож, вот так вот придавить пальцем и вот таким вот образом уже хотя бы как-то выдерживать своеобразный угол. Да? Грубо говоря, угол заточки какой-то можно выдержать. Немножко смачиваем нашу наждачку и приступаем. Соответственно, шнек у нас лежит на другой части стола, то есть он упирается в стол. И поехали. То есть вот таким вот образом мы с вами сейчас попробуем подправить нашу кромку. Что из этого получится, я, конечно, не знаю. Но, тем не менее, попробовать мы обязаны. Смотрите, нож точится только вот в этом месте. Это сразу заметно. То есть кромку мы пока с вами не заваливаем. Вот так вот спокойными движениями, просто по длине всей наждачки проходим. И время от времени посматриваем, что у нас тут получается. Соответственно, уже практически на всю длину ножа мы с вами проточили. Будем ориентироваться по вот этому темному пятну, так сказать. Произошли некоторые трудности. Шнеком царапается стеклянный стол. Мы подложили пластиковую такую вот защиту и продолжим точить. Все, полностью мы заточили заднюю поверхность. Посмотрите. Нож остался довольно-таки острым. Вот так вот по коже если вести, то даже цепляет немного. Не сказать, что лучше, чем здесь, но вроде цепляет. Данную процедуру мы проведем со всех 4 сторон нашего ножа. Если у вас 3 стороны, то с 3. Соответственно, не будем отнимать ваше время. Сейчас все сделаем за кадром и покажем готовый результат. Ну, дорогие друзья, 4 стороны мы с вами поправили. Со всех 4 сторон до самой кромки, получается, все мы с вами подточили. Нож получился довольно острый. Теперь я предлагаю еще на тысячнике. Все, так чуть-чуть и вот так вот немножко. Немножко обновим. Все, идеально, идеально. Kстати, многие писали, что за камень мы используем и что за наждачка. Наждачка обычная, на бумажной основе. 800, номер 800.
Это никакая не реклама, ни в коем случае не продвигаю данный камень. Есть миллион других, гораздо лучше, дороже, дешевле и так далее. Я просто в свое время купил по акции его за 700 рублей, и он меня совершенно устраивает. Я точу на нем ножи, кухонные, ножи для мясорубки, использую для разных тестов и так далее. Это камень Аполло. Тысячник, самый дешевый, продается в Максидеме, по-моему. Все, подготовим мясо. Чтоб потом не говорили, что здесь какие-то хорошие куски, сразу при вас режем. Вот такой вот шмат. Идеально наточенный нож очень плохо его режет. Вот, посмотрите, какие здесь сухожилия, жилы и так далее. Мясо полностью разморожено, не заморожено. Тоже те же самые жилы внутри. Этот кусок вообще отвратительный. То есть его даже острый нож его не берет. Все, посмотрите. Вот она. О, что это такое? Вообще вена, трахея или что, непонятно. Я не знаю, насколько хуже можно найти мясо, но я думаю, это худший вариант для перекрутки на мясорубке. Все, собираем мясорубку. Все хорошенечко затягиваем. То есть, если у вас вот так вот болтается, это ничего страшного. Но если вы установили нож, решетку, чуть-чуть даже придавили вот так вот руками и смотрите, и у вас оно все болтается, то, соответственно, здесь нужно ставить шайбы. Вот здесь, вот в этом месте. Чтобы шнек вот этот немножко поддавился вперед, и вы уже гайкой его притянули вот сюда, обратно. И только в таком случае мясорубка будет крутить. Где взять данные шайбы? Можно купить, я думаю, в магазине в строительном. Либо вырезать, допустим, из какого-то пластика. Но это будет недолговечно. Либо, допустим, вырезать из крышки обычной. Все, затягиваем. Затягиваем, немножко прокручивая. То есть мясорубка не должна сама проваливаться. То есть вот. То есть ее нужно прямо крутить. Все, и берем самые плохие куски. Сразу же. Все, и погнали. Не знаю сам, что из этого получится, но надеюсь, мясорубка нас не подведет. Ну и как вы скажете, это плохой фарш или нет? Давленный или нет? С учетом того, что здесь фарш состоит из одних жил. Да, я не скажу, что это прям идеально, но лучше для ручной мясорубки, я думаю, уже сделать невозможно, с учетом такого мяса. Все хорошенько выходит, ничего тут не застревает. И вот такой вот фарш мы с вами получили, ничем не хуже, чем магазины, где на промышленных мясорубках крутится, абсолютно пригоден к употреблению. Предлагаю раскрутить. Кстати, мясорубка чуть-чуть раскрутилась во время перекрутки мяса. И посмотреть, что там внутри у нас. Так, на сеточке все, в принципе, достойно. Снимаем нож. Ну, сказать, что прям на него сильно намоталось, я бы не сказал. Вот, две грани точно чистые. Одна вот здесь вот слегка закрутилась. И одна прям сильно, да? Вот столько вот жилок намотал. Может, с учетом того, что в обратный реверс мы не крутили, ничего не вынимали. Специально хотели посмотреть, что получится. Вот такие вот жилки, не так уж и много. Вот, посмотрите, мясо, которое использовалось, мясо для бульона. 372 грамма. То есть вот 400 грамм фарша, грубо говоря, один лоточек, как в магазинах продается, перекрутили за минуту. И никаких, грубо говоря, усилий не прилагали. И вот такой вот новый и весьма, кстати, эффективный способ мы сегодня попробовали.
Нож в данном случае показался идеально. Лучше, я думаю, уже не получится в домашних условиях. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. Посмотри предыдущее видео, как заточить нож до бритвенной остроты в домашних условиях. Пока!